Всем привет, друзья! Мы записываем это интервью 23 декабря. До Нового года остается 8 дней. Сегодня у нас в гостях политический и экологический активист Аршак Макичан. Здравствуй, Аршак. Привет, очень рад с тобой сегодня поговорить. Как новогодний Ереван? Как погода? А, Прекрасно, в Ереване теплее, чем в Берлине, да. Очень солнечно, мне тут нравится. Зимой я тут никогда еще не был. Аршак, что для тебя стало поворотным моментом, который подтолкнул тебя к экоактивизму? Мне кажется, меня всегда эти вопросы заботили, и я пытался менять свои привычки, но когда я узнал о климатическом кризисе, что вот нельзя просто отказаться от одноразового пластика и решить все проблемы, да, я понял, что нужны какие-то системные изменения, и узнал, да, про протесты молодых людей в Европе, и подумал, что почему бы и мне не начать что-то делать. Можешь поподробнее рассказать, что это было Fridays for Future? В 19 году, точнее, в конце 18-го, да, я когда узнал про климатический кризис, начал больше читать, тогда это называлось глобальным потеплением или изменениями климата. Я разобрался в том, как это происходит, да, в климатической науке немножко разобрался, поскольку в школе нам про это практически ничего не говорили, и в университете тоже. И я случайно вот узнал, что там Грета Тунберг протестовала в Европе, я подумал, вот интересно, вот. И, собственно говоря, про активизм я мало чего знал, поскольку я жил в России, и да, начал читать законодательство. Сейчас оно сильно изменилось с тех пор, но тогда можно было выходить на протесты одному без согласования. Сейчас уже нельзя. Я начал тоже выходить на протесты. В Твиттере я начал писать на английском, как и другие активисты, начал писать первая неделя, вторая неделя, да, и так начал общаться с разными активистами из разных стран, и было интересно. Собственно говоря, так я подучил английский, в школе я его прогуливал. Какой-то момент я подумал, что я хочу продолжить свое образование в Европе. Я начал учить языки, и, собственно говоря, я читал Greenpeace International на английском в Твиттере. И, собственно говоря, когда начал заниматься уже сам активизмом, тоже в Твиттере начал писать на английском, и это было очень здорово стать частью чего-то международного, потому что это помогает посмотреть на события, которые происходят в твоей стране, немножко под другим углом. Аршак, вы участвовали в пикетах каждую пятницу более 40 недель. Кто вас поддерживал в этом деле? Друзья, семья? Про 40 недель это написано в Википедии, а на самом деле было больше сотни недель. Я не знаю, кто редактирует Википедию, пожалуйста, исправьте. На самом деле, я тогда учился в Московской консерватории, некоторые мои друзья поддержали, но не прям чтобы так как активно. В семье я бы не сказал, что поддержали, поскольку, мне кажется, мало кто тогда еще разбирался в том, что такое климатический кризис. Это было что-то новое, поскольку, несмотря на то, что это уже давно происходит, у нас в регионе почему-то про это никто не говорил, в том числе экологические организации, Greenpeace на русском, до того, как мы начали выходить на протесты, ничего про это не писали. Не было понятных материалов по этой тематике, и поэтому, собственно говоря, объяснить другим людям, что я делал, было довольно-таки сложно, но я выходил каждую пятницу и пытался найти этот язык, общался с людьми на улице. Это было довольно интересно, просто ты стоишь, а люди к тебе подходят и спрашивают, фотографируются с тобой. И это был очень интересный процесс. Мне кажется, активизм меня сильно изменил. Если и до этого я был таким скрипачом, который там по 5 часов в день играл на скрипке, мало общался с людьми вне этого классического академического мирка, то я начал больше общаться с людьми, я понял, что мир большой, я понял, что можно с этим миром взаимодействовать. У меня появились новые друзья, очень много новых друзей со всей России, со всего мира. И с тех пор я уже, довольно много лет занимаюсь активизмом, и я постоянно меняюсь.
и события, которые происходят в мире, сильно на меня влияют, поскольку я чувствую, что я часть этого мира, я чувствую, что я могу повлиять на что-то. Точно так же на меня сильно повлияла война в 2020 году, когда Азербайджан напал на Арцах и Армению. Но сильнее всего на меня, конечно, повлияла блокада Арцаха и, э, последующий геноцид, поскольку я считаю, что это важно называть геноцидом, как это делают эксперты. И сейчас, собственно говоря, я много занимаюсь активизмом не только уже по экологии, но и про колониализм у нас в регионе, со стороны, да, всех этих больших империй, вот, в том числе Турции, Азербайджана, России. И считаю, что важно про это говорить, и важно, создавать, и как-то, говорить про то, что мы армяне, и пытаться разбираться, вот что мы под этим подразумеваем, учить историю. Я с детства говорю по-армянски, но, наверное, не так хорошо, я бы хотел улучшить это. И мне кажется, вот эта связь своей истории, мне кажется, тоже очень важна в активизме. Вот, конечно, я не сразу вот это понял, я много выходил по экологической тематике, но нам действительно очень важно также вот пытаться разбираться, кто мы, потому что это всегда очень сильно влияет. И как активист экологический я давал много интервью, и в комментарии очень много приходили люди и писали всякие российские комментарии, и говорили, вот, езжай к себе в страну, и прочее подобное. Вот, несмотря на то, что я занимался чем-то полезным. И все-таки, расизм и подобные явления, они влияют на все, и невозможно просто заниматься экологическим активизмом в вакууме. И также нельзя заниматься политическим и каким-то другим активизмом в вакууме, потому что экологический кризис тоже на все это влияет. И мне кажется, открытие всех этих связей и самообразование в общественном поле, мне кажется, очень важно. И этим я постоянно занимаюсь, и сейчас уже, активно веду условно свой блог в Инстаграме, в Твиттере, в Телеграме. Расскажи, как ты попал на конференцию ООН по климату в 2019 году. Что там было? Да, это было в 2019 году. Конференция должна была быть сначала в Чили, потом перенесли ее в Мадрид, и надо было получить аккредитацию. Я ее получил с помощью Climate Action Network. Они помогали найти организацию в регионе, которая бы помогла с аккредитацией. Нужна была организация, которая в том числе была аккредитована ООН. Вот, я туда сам поехал, и, собственно говоря, я жил в профсоюзе, спал на полу, в этих спальных мешках, бесплатно. Это организовали, для активистов. Было весело. Я впервые был в Испании, мне очень понравилось. Там в первую же ночь там были такие громкие довольно протесты, я даже испугался, но оказалось, это там нормально. И в том числе выступил я на конференции по климату с Гретой, на пресс-конференции, рассказал про нарушение прав человека у нас в стране. Я рассказал, что нам не согласовывают массовые протесты, что, скорее всего, меня арестуют за то, что, мы вышли на протесты 3 людей на пустой площади, и нас тогда задержали. Это было за месяц до конференции. Собственно говоря, был интересный опыт. Я впервые тогда встретился со многими международными активистами. Мне кажется, это важно, когда ты лично встречаешься с людьми. Это совершенно другой опыт. Впервые тогда увидел Грету вживую, и многих других активистов, да. Был очень интересный опыт. Мне кажется, это здорово так несмотря на то, что я сейчас более критически отношусь к этим конференциям, и в том числе к ООН, из-за того, что было в этом году, но в том числе, мне кажется, важно участвовать и пытаться доносить свое мнение на любых площадках, в том числе на конференциях по климату. Какие впечатления Грета Тунберг оставила, и как ты к ней относишься сейчас? Да, про Грету, она прекрасная активистка, и тогда она и очень важную роль играла в движении Fridays for Future, она ее движение вдохновила,
И я тогда с самого начала заметил, еще до того, как она стала очень известной, что пропаганда уже начала что-то про нее писать, там бред какой-то. Ну и очевидно, что это, ну, организовывалось не только в России, но и по всему миру. За этим стояли всякие корпорации ископаемого топлива, которые являются основной причиной кризиса. И всякие дискредитирующие статьи вот очень часто даже переводились на русский с английского, и это очень, ну, много видео, и в какой-то момент там начали включать вот и про меня. Было смешно, конечно, но она сама прекрасная активистка, и она с тех пор высказывалась по многим другим проблемам, и она показала себя как очень честный человек, вот, и я с большим уважением к ней отношусь. Ты выдвигался на выборы в Госдуму от партии «Яблоко», насколько я помню. Расскажи об этом поподробнее. Не совсем, меня пообещали выдвинуть на выборы в Госдуму в 2020 году или 2021, да, мне кажется, в 2020, да, я тоже точно уже не помню. И в итоге меня не выдвинули. Вот, сказали, что им поступили угрозы, что если меня выдвинут, меня лишат гражданства, и, собственно говоря, да, я тогда это серьезно не воспринял, поскольку я практически всю жизнь прожил в России, но да. Но тоже был интересный опыт а, притвориться, что в России есть действительная политика, и попробовать организовать кампанию. Я тогда заснял ТикТок, который ну, стал относительно вирусным, и ко мне в компанию дописалось более сотни волонтеров, и это показало то, что даже без денег можно было что-то организовать, но независимых людей тогда уже не пускали в политику. Ну, собственно говоря, это началось сильно раньше, это было, возможно, немного наивно, но для меня это было что-то важное, чтобы заговорить про зеленую политику на уже другом уровне. И плюс еще тогда была пандемия, и протесты уже начали запрещать. И вот выходить на улицу становилось все более опасно. Вот. И большинство наших активистов боялись уже, поскольку начали выгонять студентов из университетов и прочее подобное. Война в Арцахе. Как ты оцениваешь ее причины, итоги и, конечно же, как она на тебя повлияла? Война в Арцахе началась очень давно. Вот если мы говорим про первую войну, то она началась из-за а, того, что в так называемом Азербайджане проводили политику этнических чисток по отношению к коренному армянскому населению. Моей бабушкой и дедушкой вынуждены были уехать из Нахичевана. Это тоже были армянские земли. Они вообще не имеют связи с Азербайджаном. Оттуда всех армян депортировали. И вот Алиев младший уже там уничтожил все армянское наследие. Это началось задолго до вот Первой войны. Вот. Если мы говорим про Вторую войну, ну, и после Первой войны много было допущено ошибок, в том числе, мне кажется, очень плохую роль сыграл теракт в армянском парламенте, за которым, скорее всего, стояла ФСБ и Кочарян, который потом стал президентом, и, собственно говоря, вот распродали все, что можно было в Армении, это была тоже катастрофа. Вот, и в 90-е годы после войны многие армяне уехали из Армении, и не только армяне, и курды, и греки, поскольку тут, ну, экономическая ситуация после войны была ужасная, в том числе из-за блокады, которую организовал Азербайджан, и в этом участвовали в том числе и Грузия, и, очевидно, Турция. Вот, если мы говорим про Вторую войну в 2020 году, да, ситуация начала меняться, Азербайджан активно вооружался за счет продажи нефти, да, и они начали войну и оккупировали часть международно признанных территорий Армении и оккупировали часть Арцаха, вот, и в том числе вот этот пояс безопасности, да, это тоже такой спорный момент, поскольку не все эти территории были исконно армянскими, но это вот был пояс безопасности, и как показала вот история, действительно, они были важны для обороны Арцаха. Азербайджан, он никогда и не собирался соглашаться на то, чтобы армяне остались жить на своих землях. То есть оказалось, ну, просто вот дальнейшая вот потом блокада и геноцид, который произошел, просто вот подтвердил то, что говорили армяне, что
Такая политика уже давно проводилась правительством, ну, точнее, режимом Азербайджана. Это начал отец Алиева, Гейдар Алиев, и продолжил его сын. И это в том числе продолжение колониальной политики пантюркистской в регионе, поскольку этнические чистки, резни против армян, они постоянно проводились. Там можно прочитать, я не знаю, про резню в Шуши в 1920 году. И Мандельштам про это написал стихотворение. Много такого происходило, к сожалению, по отношению к армянам. И мне кажется, важно говорить, что Азербайджан, он продолжает этот пантюркистский колониализм. И да, к сожалению, у нас не получилось остановить это, но мне кажется, важно продолжать борьбу за то, чтобы коренное население Арцаха могло вернуться на свои земли, за независимость Арцаха. Был референдум, и я считаю, что Арцах нужно было признавать либо независимым государством, либо присоединить к Армении. И мне кажется, в любом случае нужно продолжать бороться и требовать справедливости. Считаешь ли ты, что возможна новая война? Как ты видишь Армению в будущем? Это сложный вопрос. Мне кажется, сложно предсказывать будущее. И Азербайджан, и Армения вооружаются. Это да. Я не уверен, что можно мирным путем договориться с диктаторами. И как показывает опыт у нас в регионе, да. И поэтому, мне кажется, важно, чтобы Армения могла как минимум самообороняться, и в том числе, мне кажется, дипломатическим путем, и в том числе активистским путем на глобальном уровне добиваться санкций против режима Азербайджана, поскольку, мне кажется, пока преступный режим находится у власти, невозможно будет добиться соблюдения прав коренного армянского народа в Арцахе. Ну и прав любых азербайджанцев, права обычных людей азербайджанской этничности тоже нарушаются, у них нет никаких прав. Права в Азербайджане есть только у алиевского режима. Как ты видишь экологическую ситуацию в нашем регионе? Во время конференции ООН по климату много говорилось про экологическую ситуацию в Азербайджане и про то, что это страна, в которой доходы, бюджет приходит на 90%, даже больше от продажи ископаемого топлива. А ископаемое топливо — это основная причина климатического кризиса, и мир от этого сейчас отказывается. И экологическая ситуация в Азербайджане ужасна, но я считаю также важным говорить, что в Армении тоже нужно менять экологическую политику, и она очень тесно связана с национальной безопасностью, поскольку мы очень сильно зависим от соседей по энергетическим вопросам, и нужно, мне кажется, Армении даже важнее, чем всем другим странам сейчас, переходить на возобновляемые источники энергии, чтобы быть независимыми в энергетическом плане, потому что мы уже пережили не одну блокаду, мы знаем, что нам могут в любой момент перестать сюда продавать газ. Мне кажется, эту политику нужно менять, и это в том числе поможет нам решить проблемы с загрязнением воздуха. Я в последнее время в том числе начал высказываться и по другим экологическим проблемам в Армении. Они тоже очень важны, и когда ты высказываешься, тебе говорят, что в любой момент может начаться война, и нам нужно тратить деньги на вооружение. В целом в этом есть здравый смысл, но если мы не будем улучшать улучшать экологическую ситуацию в стране, то люди будут больше болеть, и ни к чему этому хорошему не приведет, да? Непонятно, когда мы остановим угрозу со стороны алиевского режима в отношении к Армении. И если мы не будем решать в том числе все остальные проблемы, которые очень тесно связаны, со всем остальным, то мы никогда не построим страну, в которую армяне будут возвращаться. И поэтому, мне кажется, все эти проблемы очень взаимосвязаны. И безопасность, и экология. Мне кажется, важно говорить про все это в такой связке. Ты как экоактивист,
Скажи, какие нужны экологические реформы, чтобы улучшить экологическую ситуацию в Армении? Мне кажется, вопрос не только в реформах, поскольку, я как понимаю, некоторые законы уже приняли, а проблема в том, что они не исполняются. То есть, с одной стороны, есть какие-то инициативы, например, и, по-моему, несколько лет назад, когда вот это экологическое движение было более популярным, сказали, что в Армении откажутся от пластика одноразового, да, в 2027 то ли 30 году, я уж не помню точно, да. Но по факту ничего не меняется в стране. И вот я сейчас в Ереване, и тут огромное количество очень старых машин, которые очень сильно загрязняют. И мне, когда я про это написал, мне в комментариях сказали, вот, есть законодательство, но вот оно не особо исполняется. И мне кажется, это основная проблема, что вот в том числе не проводится работу с людьми, люди не могут напрямую участвовать в политике. Это тоже, мне кажется, проблема, поскольку есть в Армении такая, ну, условная пророссийская так называемая оппозиция, которая продвигает интересы тут не Армении, да. Но вот настоящую оппозицию и настоящее гражданское общество, мне кажется, нам еще предстоит создать. Вот. Есть отдельные активисты, которые очень много делают, но мне кажется, нам нужно больше участия со стороны людей, потому что изменить действительно нужно много, и нужно как-то создавать вот эти институты, да, от которых пока, ну, нет в Армении. Это очень сложно в состоянии войны сделать, я понимаю, но мне кажется, тем не менее, нам нужно этим заниматься. Огромное количество людей говорит про эти проблемы, вот, и про загрязнение воздуха, вот, и про то, что общественный транспорт должен лучше работать, что много проблем, их нужно решать, и часть решения проблемы — это то, что нужно говорить про эти проблемы. Сейчас сильнее вспыхнул конфликт в Сирии. Хотел бы узнать твою позицию по нему и что нужно сделать правительству Армении, чтобы защитить армянскую диаспору в регионе. Мне кажется, у правительства Армении последние годы была, ну, в принципе, во время существования Второй Армянской Республики была довольно слабая позиция по работе с диаспорой. Вот. И мне кажется, то, что говорит Пашинян про то, что они представляют только условную реальную Армению, это довольно, ну, недальновидно. Армении очень важно работать с диаспорой, сохранять связи с армянами по всему миру. И, конечно же, особое внимание уделить армянам, которые находятся под угрозой. Поскольку люди, которые живут в Армении, они в том числе находятся в привилегированном положении, когда их не преследуют за их веру, как это происходило в так называемой Османской империи или Турции, да, и их не убивают за то, что они армяне. Вот. Ну, кроме того, когда убивали во время войны. Вот. И мне кажется, нужно в Армении в том числе заниматься этими вопросами, несмотря на то, что я понимаю, что это действительно сложно, да, что Армения окружена довольно недружественными странами. Тут постоянно военная угроза, да, но нам, активистам, и в том числе, мне кажется, правительству нужно этим заниматься. Вот, поскольку Турция этим занимается, она возрождает Османскую империю, несмотря на то, что режим Асада был ужасным, это здорово, что его свергли, но непонятно, что будет дальше, и очевидно, что вот за этими условными людьми, которые свергнули правительство, режим Асада, стоит в том числе Турция, да, которая тоже такая же колониальная сила в регионе, как, я не знаю, другие колониальные силы там, Россия, Иран, США. Вот. И поэтому, мне кажется, да, нам всем нужно этим заниматься, нам нужно поддерживать армян в Сирии, поддерживать ассирийцев в Сирии, поддерживать курдов в Сирии. Вот в Раджаве сейчас армяне вот совместно с курдами борются за свою независимость. И мне кажется, вот Армения может быть свободна только когда другие народы в этом регионе тоже станут свободными. И это
и греки, против которых в том числе был геноцид совместно с армянами и ассирийцы, и нам нужно налаживать эти связи с ними. И, конечно же, и белилы. Вот, и нам нужно учить свою историю, да, и работать с этими народами, которые, мне кажется, очень хорошо настроены к нам. Как ты представляешь будущее России? Сложный вопрос. Э, Я сейчас меньше думаю про Россию. Меня лишили гражданства. Я у меня как будто бы все меньше и меньше связи с Россией. Я это тоже чувствую, что я больше привязываюсь вот к Армении, вот, и к какому-то более глобальному контексту. Я продолжаю высказываться против того, что происходит в Украине. Я считаю важным продолжать высказываться за права людей. Вот. И говорить в том числе про колониальную политику России по другим коренным народам, так называемой Российской Федерации. Мне кажется, колониализм и колониальная культура — это основная, это то, что создало, это фундамент того, что сейчас происходит вообще, практически везде. Потому что колониальная культура и есть и в Европе. И мне кажется, я пытаюсь как-то критически к этому относиться, ко всему, чему нас учили в школах, в том числе к Достоевскому, Толстому, поскольку все они участвовали в колонизации Кавказа, они участвовали в геноцидах, поддерживали эти геноциды. А несмотря на то, что у них были оппозиционные взгляды, они создавали эту колониальную русскую культуру, культуру, когда есть такой большой брат русский, и все вокруг должны отказываться от своих идентичностей, в том числе армяне, и ассимилироваться в эту русскую культуру. И в том числе из-за этого я сейчас хочу, наверное, кроме того, что мне нужно сейчас немецкий учить, поскольку я получаю образование в Германии, я хочу больше работать над своим армянским. Я в Армении мало говорю по-русски. Я знаю армянский, но он у меня довольно бытовой. И мне, кажется, нужно возрождать армянскую культуру, точнее узнавать, что у нас есть, читать, ценить, и в том числе работать с другими народами, в Российской так называемой Федерации. Это довольно важный вопрос, поскольку права всех людей должны соблюдаться, а не только права русских. И, к сожалению, когда я про это пишу, критикую Достоевского, говорю, что он был такой же империалист, как и многие другие люди сегодня, я получаю очень много таких злобных комментариев российских, я получаю очень много ненависти в свою сторону, хотя я не отменяю Достоевского, я читал большинство его романов, и они на меня произвели впечатление, когда я был молод, когда я был ребенком, я не знаю, в школе, но сейчас я иначе к этому отношусь, и мне кажется, все нужно принимать с критикой. Нельзя идеализировать, нельзя себе создавать идолов не из Достоевского, не из кого-то другого. И мне кажется, это самое важное. Какие у тебя планы на будущее? Я сейчас учусь в Берлине, это мастерская программа по международным отношениям, я стараюсь, я в том числе заметил, что в Академии очень мало знаний по нашему региону, то, что Османская империя была колониальной империей, про геноцид говорят как будто бы в вакууме, как будто он происходил на землях, которые непонятно где, геноцид происходил там, где сейчас так называемая Восточная Турция, по-моему, на самом деле это Западная Армения. И я буду больше говорить по этим темам, про право на возвращение, в том числе в Западную Армению, на Нахичевань, Арцах, про наши коренные права. Поскольку я в том числе учил международное право, мне кажется, нам нужно критиковать международное право, поскольку оно не включает голоса таких народов, как армяне, которые были колонизированы, когда это международное право создавалось, все эти договоренности, много очень проблем, и я, потеряна немножко во всем этом, но в том числе я как будто бы пытаюсь найти в себе силы во всем этом разбираться, несмотря на то, что это огромные какие-то темы,
Вот. И я пока не уверен. Я думаю, что, возможно, после того, как я окончу образование свое в Берлине, я вернусь в Армению, если я тут найду работу, да. Мне кажется, важно принимать решения из нынешних реалий. Вот, и я не хочу, если у меня будет полезная работа, в том числе с диаспорой, да, в Германии или в какой-то другой стране, я буду делать то, что полезно. Вот, и мне кажется, важно, да, нам всем продолжать бороться так, как мы считаем нужным. Да, я считаю, что важно, да, армянам возвращаться в Армению, и армянам в Армении создавать условия, чтобы сюда люди возвращались, да. Это тоже важно, чтобы ты сюда приезжал, и у тебя были какие-то права, у тебя, была возможность найти себе место в этой стране. Но, как мы знаем, сюда были депортированы, да, 100 тысяч людей из Арцаха, более сотни тысяч, 150 тысяч. И ситуация у них не самая лучшая. Но некоторые из них тоже уехали в Европу, в другие страны. Мне кажется, это тоже проблема, что, тут сложно принимают людей, которые даже армян. Да, это сложный вопрос, поскольку Армения — это не Германия, тут нет пособий беженцам, тут этого нет. И Армения не такая богатая страна, но мне кажется, деньги есть. И вместо того, чтобы каждый год покупать новую машину, вместо того, чтобы строить какие-то роскошные дома, нужно строить гражданское общество, нужно строить страну. Благодарю, Аршак, за интервью, за уделенное твое время. Если есть последние слова, можешь добавить. Я был очень рад поговорить. Мне кажется, важно говорить публично обсуждать все это. Мне кажется, это здорово, что сейчас многие армяне задумываются про все это, да, начинают открывать свои армянские идентичности. Я, как человек, который вырос в России, подвергался расизму с детского сада. Я стеснялся, что у меня, не знаю, там черные волосы, больше волос на руках и прочего подобного. И, конечно же, это сильно влияет на то, в какой культуре ты растешь. Но да, мне кажется, нам всем нужно друг друга поддерживать и создавать то, что еще никто до нас не создал, настоящее гражданское общество. И, поддерживать связи этого гражданского общества и с диаспорой по всему миру. Это, мне кажется, самое важное. То, что может помочь спасти Армению, поскольку действительно ситуация очень опасна.